Ребята, я вас всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас необычная и непростая для восприятия тема для расклада. Вы ее уже прочли, разумеется. О теме я скажу немножечко позднее. Сейчас для начала хотела бы вам напомнить, что осталось 5 дней до окончания первого потока по лекции «Энергии рода». Кому интересно, в плейлисте есть презентация данной лекции, и в ней же, под ним же, в описании к этому ролику есть вся информация. Кому интересно, обращайтесь. По поводу самой темы теперь. Смотрите, буду я смотреть на 3 колодах. Самому влиянию на детей я определю буквально чуть-чуть. Я не хочу будоражить ваши эмоции. Не хочу, чтобы у вас поднимался лишний пласт негатива. Я знаю, что для многих из вас данная тема актуальна, поэтому делаю сей расклад. На этой колоде мы посмотрим, для чего вам дана была ситуация с точки зрения рода, или же куда по итогу, при условии того, что вы будете себя прорабатывать, повернет. Не скажу, что судьба, но цепь событий вашего ребенка. И на H2 я посмотрю, для чего именно вам эта ситуация, либо по какой причине была дана. Хочу сказать сразу, что любое деструктивное влияние на любого другого человека, вами, либо вашими родственниками, все это откладывает печати на судьбу детей. Даже если вы не прибегаете к магии, но при этом злословите, распространяете сплетни, любите добывать деньги нечестным путем. В общем, низкочастотные вибрации, когда преобладают, и гуна невежества, вот в таких ситуациях, в принципе, это та же магия. Любые наши действия, любые наши поступки и даже мысли – это и есть магия. Так что вот такой вот был короткий ознакомительный текст по поводу данного расклада. Надеюсь на ваше понимание. Еще раз я повторюсь, если вы понимаете, что для вас это страшно слушать, смотреть, воспринимать, пожалуйста, не смотрите. Если же вы понимаете, что да, я готов принять данную информацию, да, мне нужно с этим разобраться, тогда милости прошу. Будет у нас 3 варианта. И давайте еще, знаете, какой момент проясним. Я в основном буду смотреть на детей, которые идут до 15-18 лет и даже до 12, вот так вот. В любом случае, на данном этапе могу сказать, что идет повышение вибраций ребенка.
В общем, что хочу еще добавить. И я не смотрю ситуации, когда, ой, на моего сына влияет женщина. То есть дети, которые уже достигли 21 года, вот от 18 до 21, это уже, ну, другие энергии, давайте так скажем. Максимум, и то это я подтягиваю за уши, потому что могут быть отголоски определенных воздействий, которые уже просто въедаются в характер. То есть, но если взять кардинально, вот четко по энергиям до 12 лет, от 12 до 15 свои моменты, с 15 до 18 следующие и так далее по этапам. Но вы в любом случае прислушивайтесь к своей интуиции, резонирует ли с вами, с вашей ситуацией. Есть люди, которые часто самоутверждаются за счет других, которые применяли силу в сторону детей. Я буду рассматривать 3 позиции. Определенная позиция соотносится к определенному классу недоброжелателей. Сейчас я определюсь, какая будет к кому относиться. Но я знаю, что на данный момент для многих будет актуально и то, что воздействовали вот именно, ну, то есть источником воздействия было 3 личности, либо 3 направленности, если хотите, да. У многих это может сейчас быть актуально. Почему? Потому что воздействие на детей уже глобально ложится в том случае, когда родители ведут бездуховный образ жизни, когда родители не задумываются о многих вещах. Там очень много аспектов. И тем самым через детей пытаются до нас донести высшие сферы, что мы идем куда-то не туда. Ой, ребятки, и уже даже здесь я могу сказать, здесь для кого-то будет актуально, что пока вы носили ребенка, кто-то делал на то, чтобы у вас был выкидыш. Здесь просто ребенка очень долго трудились, работали тяжело, работа у них шла, но старались как могли. Здесь ребенка прямо в уплату силам давали. К победе люди шли. Кто-то хотел быть женой для вашего мужчины, таким образом вас рассоединить. Кто-то хотел, именно женщина хотела быть большим светилом для вашего мужчины, нежели вы для него им являлись. Это может быть мать, сестра, кто угодно, любая женщина. Но здесь женщину показывают. По энергиям уже непростой расклад, поэтому иногда могу подвисать. Почему я буду подвисать, скажу вам заранее. И я буду крайне категорически фильтровать каждое слово. Потому что, повторюсь, что расклад сегодня не для каждого, не для всех, и не все это могут воспринять. И тема довольно-таки щепетильная.
Итак, хорошие мои, перед раскладом просто развеять энергию, и хочу еще добавить, никак не получалось, все забывала как-то. У меня 3 канала. Тот, на котором вы смотрите этот ролик, это мой основной канал. На втором канале я периодически провожу ритуалику, либо диагностирую ритуалы. То есть, как они прошли, как сработали и тому подобное. На третьем своем канале я смотрю конкретных личностей. Там идут расклады на один вариант, но я детально прокапываю по всей колоде. То есть расклад на целую колоду в основном идет, и он прекрасно показывает все моменты. Иногда расклад может резонировать у вас с несколькими личностями, это тоже нормально, потому что если не проработан у вас урок, какой бы то ни было, к вам в пространство притягиваются с таким же уроком люди, только декорации как бы меняются. Итак, мальчики и девочки. Мальчики, для кого это актуально, вы, кстати, можете тоже посмотреть. Есть еще такие мальчики, у которых полностью много чего рассудительного и верного атрофировано, и они в раскладах даже при просмотре, вот выпадает, мужчина боится потерять ребенка, да, или вот, допустим, он с этой женщиной только потому, что у них общие дети. Бывают настолько уже сдеградированные персонажи, что у мужчин, вот у подобных мужчин, при просмотре оказывается, что детей у них нет, а он настолько привязан к материальщине. Тоже такая информация как бы пришла, и я посчитала нужным с вами ею поделиться. Итак, смотрите. Здесь, на этот вариант, у нас идут матери, женщины, которым заказывали, бабцы в возрасте, которые влияли. На первый вариант идут женщины, сестры бывшие, уже бывшие бывшего, либо они те женщины, к которым ваши мужья или сожители ушли. В общем, ваш мужчина ушел, и эти женщины пытались переключить вашу детородную способность на себя, дабы родить. То есть крали возможность родить. Есть еще много чего, что вот эти курицы делают. Перехват души, когда та находится в пространстве матери, это очень карается. Впоследствии большие кармические отработки через судьбу, здоровье ребенка идет. Но эти куколки этого не осознают до поры до времени. В этом и кроется сюрприз и подарок Вселенной, как говорится. И вот этот вариант, давайте скажем так, женщины, которые заигрались, и либо их магия уже настолько, знаете, глобально шизанутая, да, что вот они либо специально делают на ребенка, либо же что-то перекладывают с своего на вашего, либо с себя на вашего. То есть вот так вот. По вот этому варианту я вам еще хочу сказать, что если, девочки, для вас актуален вопрос с бывшими бывшего или нынешние бывшего, здесь на ближайшее время, это, на ближайшее, это до конца августа, вот эта чума собирается оклематься и продолжать делать дальше на вашего ребенка. Тоже есть такая информация в пространстве, я просто не хочу на эту тематику снимать ролик. Но готовыми
к этому вы должны быть. То есть здесь из области женщина, я хочу, значит я возьму, и мне плевать. Да, некоторые из них думают, ну, наверное, это плохо, ну и ладно, я же это для себя делаю. Не спрашивайте меня о логике, как такое возможно, мне это все чуждо. Я вам даю информацию просто из потока, которую получила на данный момент, но повторюсь, на эту тематику я ролик снимать не буду. Каждый из вас понимает, что это и определенный уровень осознанности должен быть, дабы вы могли правильно, верно, с трезвым разумом воспринять инфу по этой теме. Все. С этим я завершаю с говорилками своими и будем приступать к первому варианту. Так. Девочки, ну смотрите, здесь, как я и сказала, здесь женщина силой вот забирала либо душу, которая возле вас уже находилась в пространстве, и вы должны были забеременеть, но тут беременеет она, либо же здесь просто перетяг вашей функции на себя. Почему? Потому что у нее, вот у этой женщины, это такая категория дам, которые с помощью беременности привязывают мужчин, которые, вот если я не родила, я не такая, как все, или вот, а почему у нее есть, а я не могу. Озлобленные женщины. Здесь беременность ради выгоды, все. Так, с точки зрения рода, да, ну, вы знаете, здесь такой момент, что, во-первых, вы должны были задуматься, почему вот эта женщина есть в вашем пространстве. Возможно, вы встречались с мужчиной, он спал с вами еще с одной, вы забеременели и, допустим, не знали, что у него есть еще кто-то. Здесь через эту ситуацию вам пытались показать, что вы не того мужчину выбрали. И вас, знаете, как род ставил вот жестко, да, вот такими методами, ибо ситуация уже набрала пиковых оборотов, давайте так скажу. Вам показывали именно это, что не то решение, не тот выбор. Что вы резко должны сменить цель и приоритеты. Это если коротко. Так, что вам нужно было понять? Ребят, ну, две императрицы, тройка мечей. Здесь действительно был треугольник. Здесь либо у мужчины были незавершенные отношения с предыдущей женщиной, то есть он вошел в отношения с вами и продолжал вспоминать ту бывшую, понимаете, то есть, ну, такое тоже, это называется мужчина со шлейфом, даже если они 2 года не встречаются, но он в своей голове не решил эти вопросы, не поставил точки над «и», он еще в тех отношениях. 2, 3, 22 года, неважно. Вы мало знали этого человека. И еще здесь такой момент, что для вас соперницей выступала мать либо сестра этого мужчины. Этот мужчина был манипулятором.
И здесь вы начали выстраивать отношения с человеком, который, ну, реально был в треугольнике. Мать это его сестра, либо это бывшая его пассия, неважно. Вам намекали только на это. Что если и беременность вы выбираете, допустим, это еще в молодом возрасте, то этого ребенка вы должны были родить просто для себя, в идеале даже не сообщая вот этому кубковому рыцарю. Потому что там шлейф, извините меня, говна он притащил. А вы здесь пытались выстроить отношения. Что-то свить, понимаете, как-то. А здесь треугольник. Эта женщина влияла и на ваши отношения, и на ребенке это тоже сказалось. Вот такой вот первый вариант. Дальше не хочу раскрывать деталей глобальных. Переходим ко второму варианту. Ну, здесь вообще, извините меня, пиздец. Я не думала, что такая жизнь будет. По второму варианту здесь либо человек перекладывал на ребенка вашего смерть своего родственника, либо своего ребенка, либо тяжелые кармические задачи и трансформации судьбы своего дитя на вашего. Могли ребенку сниться кошмары, плохо спать он мог, вскрикивать, мог ребенок, допустим, уже приличный возраст, а он ночью в кровать по нужде ходил. Причем он не мог это контролировать. Эта ситуация для чего со стороны вашей родовой системы? Во-первых, для того, чтобы вы больше вошли в контакт с родом. Во-вторых, проявили смекалку, творчество в своей жизни. Возможно, вы просто, знаете, как на механизме жили: работа, дом, выходные. Вот что-то вроде этого. Здесь вас как встрепенуть хотели этим через ребенка. Вы должны были наладить связь со своим ребенком. Больше проводить времени на природе с ним. Разговаривать, обсуждать. Полностью воссоединиться с ним. Возможно, вас разводили, то есть и такие аспекты, допустим, делают на рассорку матери с ребенком. Не обязательно женщина, которую я говорила для этого варианта, из первого, из третьего туда же. Да, здесь вам блокировали творчество. Женщина практикующая влияла на ментали, посылала определенных сущностей. Да, через погост тоже. Вам для чего это было дано? Чтобы вы королеву жезлов в себе открыли, чтобы вы победили свои какие-то страхи, открылись роду, начали прислушиваться к своей интуиции, взяли цель и начали выполнять или заниматься. Давайте лучше так я скажу: заниматься тем, что вам нравится. Потому что здесь вас как искусственно вгоняли
Состояние 8 мечей, чтобы вы бездействовали, не занимались творчеством, не росли духовно, не брали свой дар в руки. И ситуация с вашим ребенком была допущена родовой системой только для того, чтобы вы наконец-то раскрыли свой потенциал. И по этому варианту я не завидую тем персонам, которые это делали. По первому то же самое по сути. Извините меня, из-за какого-то члена так баловаться жизнью и воплощением души, ну да, наш мир глобально измельчал в духовных ценностях. Ну, по второму варианту все. Итак, третий вариант. Смотрим. Эта женщина либо ждала от вас денег, либо ей просто нужны деньги в семье. Если это мать вашего супруга, он для нее просто кошелек. Этот кошелек должен в первую очередь приносить деньги ей. Все. Эта женщина сразу пыталась перекрыть, она не пыталась, она перекрывала вас, а потом перекрыла вашему мужу весь денежный поток, чтобы сказать, вот посмотри с ней, как я тебе и говорила, с ней у тебя будет все плохо. Да, здесь вам много чего пришлось вынести, особенно насчет денежных вопросов, семейных ценностей. Вашему супругу, кстати, тоже. По этому варианту я вижу второй поток. Здесь один из, то, что я говорю. Второй — это мужчины, которые распознали, что вот их мать, либо их сестра явно, ну, как-то очень рьяно пытаются от него отодвинуть того человека, кто ему дорог. Мать, сестра — это все прекрасно, тетя, любовницы, куча шлюх. Но это не заменит жену, которая в принципе и по сути будет твоей семьей, когда не станет всех из тех, кого перечислила я ранее. Не все мужчины и не сразу до этого доходят. Здесь родовая система вас учила доверять вашей интуиции. Здесь было очень много тайн от вас, очень скрыто много чего и много каких аспектов. Здесь вас учили побеждать. Здесь еще такой момент, если не проработать это все, то у вашего ребенка могут остаться затыки насчет вот этих вот уроков привороты-отвороты. То есть это может попадаться в его судьбе. Девочки, здесь последствия влияния вот этой скотопадлы, извините меня за выражение, делала она долго. Если на данный момент для вас вот эта тематика актуальна, вы не отошли от такой персонажихи, делает давно. Ищет ключи, плетет хитросплетения, бегает по разным колдухам, либо просто хренячит без разбора. Здесь, знаете, что еще? Эта женщина, кем бы она ни являлась, очень завидовала тому, как ваш партнер, вас любит.
Здесь привязки по сердечной чакре, у ребенка могли пойти осложнения по сердцу. Вопрос с деньгами может подниматься, то есть ребенок долго не сможет разогнать свой финансовый канал, найти себя, либо встретить достойного партнера. Здесь это все по родовой системе вело вас только к одному. Чтобы вы перестали с чем-то мириться, понимаете? И наконец-то начали побеждать вот эти все тайны, вот эту всю магию, вот эту всю белиберду. И здесь вас предупреждал мир мертвых. Из вашего рода могли являться во сне, давать подсказки. Здесь подцепки на сердечную чакру, чтобы финансовый поток полностью пошел к этой бабе. Делает давно, еще раз повторюсь. Вот такой вот был третий вариант. И для всех вариантов, мальчики и девочки, я хочу вам сказать так. Для кого это уже не в прошлом, а актуально на сегодня, вот такие вот ситуации, да, по детям, я могу вас обрадовать. В данный момент, если вы знаете, что вы по кодексу стараетесь жить, мы не идеальны, мы не сможем все время ему соответствовать. И это тоже нормально. Но я говорю в общем. Все это дается нынешними энергиями на планете Земля. Дается возможность все это поменять, изменить и развернуть даже в более лучшую сторону, в лучший сюжет судьбы вашего ребенка. Все это возможно. То есть вот это вот все, о чем я сейчас говорила, это не приговор. Это просто для того, чтобы вы для себя определили, в чем причина, где затык, и начали разбираться. Не нужно кидаться, с кем-то что-то выяснять. Разберитесь в первую очередь в себе. Если реально тяжелая ситуация, во вторую очередь спасайте вашего ребенка. Правда. Веселые автомобилисты даже это подтвердили у меня за окном. Внимание, значит, кому-то на это нужно обратить. Вы и ваш ребенок. Все остальное, кто с вами, хорошо, кто не с вами, значит, против вас. Вы и интересы вашего ребенка. И если ваша вторая половина вас не поддерживает, ссаными тряпками эту вторую половину, ибо ваша задача первоочередная перед высшими силами – это оберегать свое дитя. Так что вот такой вот был расклад сегодня. Отпишитесь, пожалуйста, насколько для вас эта тема актуальна. Помогло ли вам разобраться это все в тех вопросах, которые вас интересовали. Ну, всем осознанным я желаю добра этого мира. Пока-пока.